Ежегодно во второй четверг октября отмечается Всемирный день экомаркировки. Это знаки сертификации, которые подсказывают покупателям, что товар соответствует неким стандартам. Что это за стандарты и действительно ли такая продукция более безопасна для человека и природы? Разбирался Первый канал. Доброе утро, это включение из северной столицы. Может ли бытовая химия быть безопасной для экологии и при этом эффективно работать? Для поиска таких товаров на полке магазина можно ориентироваться на экомаркировку «Листок жизни». Это российский сертификационный знак, за которым скрывается длинный список требований к производителям. Нельзя просто так нарисовать листок жизни на упаковке товара, нужно получить на это разрешение. И в чем бонус для потребителя? То, что не нужно разбираться в составе, не нужно пытаться проникнуть на завод, чтобы понять, как там действительно ли товар экологичный или нет. Все это за нас сделали экологи. Запомните, как выглядит этот знак. Иногда на товарах появляются другие кружочки и зеленые листки, как элемент дизайна упаковки. Но экомаркировкой они при этом не являются, так что смотреть нужно внимательно. Правда, помимо отечественного листка жизни существуют еще и зарубежные экомаркировки. Чтобы не пытаться их запомнить, можно проверять их с помощью специального мобильного приложения. На бытовой химии часто встречаются, кроме листка жизни, такие экомаркировки, как северный лебедь, потом европейский цветок, это такой квадратик. Потом бывает еще японская экомаркировка, корейская. В целом, такие знаки обозначают, что продукт безопасен и для потребителя, и для природы. Мало того, экологичным должен быть не только сам товар, но и процесс его производства. Для того, чтобы это проверить, на завод выезжает экспертная комиссия. Приехали аудиторы. Они проверяли все наши склады, все наше сырье, все наши документы на сырье, смотрели весь состав, из чего делается таблетка, смотрели этапы все производства. Очень долго проходили мы этот аудит. Для примера возьмем завод, выпускающий таблетки для посудомоечных машин. Каждый компонент состава должен быть биоразлагаемым, без фосфатов, с натуральными красителями, подходящим для семей с маленькими детьми и для частных домов, использующих септики. Мы закупаем такое сырье, которое по ГОСТу биоразлагаемости полностью уничтожает бактерии. У нас безотходное производство. У нас сыпучих и жидких отходов при производстве таблетки нет. У нас полностью водорастворимая пленка. Также для получения экомаркировки упаковка должна состоять из вторичного сырья, а на предприятии организован раздельный сбор отходов. Насколько аудиторы грамотные в этом во всем, в экологичности, это нас удивило и порадовало очень. И через 3 месяца мы наконец-то получили заключение, где мы увидели, что все у нас соответствует. На этом заводе по производству стройматериалов пошли дальше и даже организовали собственный цех по вторичной переработке отходов. Мы принимаем как собственные отходы для переработки, так и чужие. Объем переработки в месяц составляет около 500 тонн. ПНД, ПВД, полистирол, все. Это позволяет нам быть практически безотходным производством. Единственные отходы, которые образуются, это хозбытовые отходы от персонала, которого благодаря автоматизации у нас не так много, это всего 4 человека, производственная смена. Завод производит экструзионный пенополистирол, панели, которые используются для малоэтажного строительства. Для утепления полов, фасадов, кровли и тому подобное. Материал теплоизоляционный, соответственно, мы получаем энергосберегающий эффект, то есть потребляется меньше ресурсов для отопления домов. По названию кажется, что это чистая химия, но такая продукция тоже имеет сертификат «Листок жизни». Продукция безопасна, не содержит в себе никаких токсичных и вредных веществ, так как продукция в ходе сертификации проверяется на миграцию веществ и проводятся различные испытания на соответствие требованиям экологического стандарта. «Листок жизни» выдается на 3 года, но включает промежуточный инспекционный контроль. Для производителей это дополнительный уровень ответственности, а для покупателя экомаркировка дает уверенность в безопасности приобретаемого товара. Юлия Демьянова, Олег Подьячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Петербург.